Всем привет! Меня зовут Наталья. Вы смотрите канал Practical Russian, где мы изучаем русский язык. Это будет урок для уровня Intermediate. Сегодня я расскажу вам небольшую историю из своей жизни. В этом видео мы будем изучать глаголы обвинять, обижать, прощать, отпускать. Сегодня у нас 4 глагола. К видео есть аудио и PDF файлы, ссылка внизу. Чтобы лучше запомнить эти глаголы, я советую вам использовать аудио и PDF файлы. Также у меня есть книга с историями. Эти истории о жизни одного молодого человека. Эти истории для уровня Intermediate. Каждой истории есть аудиофайл. Ссылка на книгу внизу. И у меня есть бесплатный файл для вас. Там 150 полезных фраз. Файл бесплатный, ссылка в описании. А сейчас я расскажу вам о своей работе инженером. Поехали! У меня сегодня для вас интересная история. Наверное. Или она не очень интересная? Это история о том, как я работала в офисе. Как-то я работала в офисе, я работала инженером. Вы знаете, по образованию я инженер, и я работала в компании. Я хотела строить карьеру, я смотрела на своих коллег, я смотрела на своих начальников, и мне нравилось, как работают начальники. Я хотела быть как они. Я хотела стать начальником. На тот момент я уже 3 года работала в компании, и у меня появилась такая возможность. Мой начальник уволился, и в компании искали нового человека на его место. На тот момент я работала в отделе дольше всех. Дольше, значит, я работала больше времени, чем мои коллеги. По сравнению с коллегами я работала самое долгое время. У меня было видео, как правильно использовать дальше, дольше. Вы можете посмотреть его, оно интересное. Так вот, мой начальник уволился, они искали нового человека, а я в том отделе работала дольше, чем мои коллеги. Но они выбрали молодого человека. Я не знаю причин, почему они выбрали его, а не меня. Возможно, я работала не так хорошо. Если честно, я работала очень хорошо. Я знала все процессы, я работала с другими отделами, но они выбрали молодого человека. На тот момент он работал в отделе меньше, чем я. Я могла обижаться на коллег, я могла обижаться на начальника, я могла обижаться на компанию. Ну, какая разница? Это ничего не меняет. Можно обижаться на всех вокруг, но это ничего не меняет. Я могла обвинять всех вокруг, я могла обвинять коллег, я могла обвинять начальника, я могла обвинять всех. Я могла обвинять мою маму, потому что она выбрала эту профессию для меня. Но это тоже ничего не меняет. Я работала там еще 3 года, но ничего не изменилось. Я продолжала делать одну и ту же работу. Я не стала начальником. Мой начальник оставался моим начальником следующие 3 года. Никакого развития, никакой карьеры. И я ничего не получила больше. Конечно, я получила какой-то опыт,
и все. И через 3 года я уволилась. Всего я работала 6 лет в той компании. Я считаю, что это довольно много. 6 лет и никакой карьеры. Мне стало скучно делать одну и ту же работу, поэтому я уволилась. Я могла обижаться на них за эти 6 лет. Но какой смысл обижаться, правда? Я могла обвинять кого-нибудь в компании, но какой смысл в этом? Поэтому я решила уволиться. Я сказала своим коллегам прощайте, я простилась с коллегами и ушла. Я потратила 6 лет своей жизни, я работала в этой компании, и у меня не получилось карьеры. Я могла обвинять маму за то, что она выбрала эту профессию для меня. Компанию я выбрала сама. Я не могла обвинять маму в этом. Но, если честно, мама выбрала для меня хорошую профессию на тот момент. Она хотела для меня самого лучшего. Она выбрала для меня стабильную профессию. Она выбрала для меня хорошую профессию. Она решила, что я буду инженером. Я стала инженером. Я работала в компании 6 лет. Я не стала начальником. И я ушла. Таким образом, я стала учителем. И сейчас я могу повысить себя. Оп, и я уже начальник. Оп, и я уже директор. Я директор своей компании. Шучу, шучу. Это шутка. Мы можем обвинять других людей в своих ошибках, мы можем обвинять других людей в своих неудачах. Когда у вас что-то не получается, вы можете обвинять всех вокруг. Но вы знаете, что вы сами виноваты. Наша жизнь зависит только от нас. Да, конечно, иногда она зависит от других людей, но чаще всего мы сами виноваты. Вы можете обижаться на других людей, вы можете обижаться на родителей, что они вам не дали чего-то, вы можете обижаться на друзей, что они успешнее, чем вы, но это не их проблема, это ваша проблема. Кажется, легче простить и отпустить. Кажется, легче жить, когда вы всех прощаете и живете дальше. У вас нет обиды, а вы позитивные, вы не обижаетесь на людей, вы не обвиняете людей ни в чем, вы живете и радуетесь жизни. Когда вы ждете чего-то от другого человека, вы обижаетесь на то, что люди не помогли вам в трудной ситуации, вы обижаетесь на то, что они заняты своей жизнью. Это ничего не меняет. Вы обвиняете людей в том, что они не помогли вам в трудной ситуации. Вы обвиняете людей в том, что они заняты своей жизнью. Кажется, обвинять кого-то бессмысленно. Кажется, обижаться на кого-то глупо. Вы можете радоваться и жить жизнью. Да? Конечно, иногда у нас случаются конфликты. Да? Даже дома иногда какой-то конфликт, и вы можете обидеть другого человека словом, вы можете обидеть близкого человека. Лучше попросить прощения. В моей жизни тоже случаются конфликты. И в последнее время я прошу прощения. Мне так легче жить. Я не хочу чувствовать, что я кого-то обидела. Да, возможно, человек обижается на меня, возможно, он обвиняет меня в том, что я сказала, поэтому легче попросить прощения. Если человек обижает вас регулярно, если человек обвиняет вас в чем-то, возможно, легче отпустить такого человека. Отпустить значит меньше общаться. Да? Отпустить значит позволить ему жить своей жизнью.
Если вы чувствуете какой-то дискомфорт в общении с этим человеком, возможно, легче с ним не общаться, легче его отпустить. У меня были такие ситуации в жизни. У меня были подруги, и мы больше не общаемся. Так получилось. Жизнь не такая простая, люди разные, у людей разные характеры, поэтому случаются конфликты. Иногда мы обижаемся на кого-то, иногда мы обвиняем других людей в чем-то, иногда нам нужно попросить прощения, и иногда даже нам нужно отпустить кого-то. Нам не нужно держать этого человека в своей жизни, нам нужно его отпустить из своей жизни. Простить и отпустить. Сейчас я хочу объяснить глаголы. Номер один. Обвинять, обвинить. Кого в чем? Когда мы не хотим быть виноватыми, мы обвиняем других. Например, вы сделали ошибку, но вы думаете, что это не ваша ошибка. Вы ищете виноватого, вы обвиняете другого человека. Или мы обвиняем погоду, мы не хотим делать чего-то, и мы обвиняем плохую погоду. Или мы обвиняем неудачу. Да? У меня есть несколько примеров. Не обвиняй меня в том, чего я не делал. Не обвиняй меня в том, чего я не делал. Ты всегда обвиняешь других, а не себя. Ты всегда обвиняешь других, а не себя. Твои обвинения бессмысленны. Твои обвинения бессмысленны. Почему ты обвиняешь в этом меня? Почему ты обвиняешь в этом меня? Дети обвиняют родителей, коллеги обвиняют начальника, начальник обвиняет сотрудников. Номер два. Обижать, обидеть. Кого что? Да? Мы обижаем других людей. Если вы сказали что-то плохое, человек обиделся. Он расстроился, он обиделся. Вы обидели этого человека. Иногда мы обижаем близких людей случайно. Иногда мы обижаем коллег, когда говорим им что-то грубое. Или иногда люди обижаются, когда мы говорим им правду. Мои примеры. Они не хотели никого обидеть. Они не хотели никого обидеть. Не обижай сестру. Не обижай сестру. На что ты обижаешься? На что ты обижаешься? Она вечно обижается. Она вечно обижается. Ты обиделся? Ты обиделся? Мы, наверное, обидели его этим. Мы, наверное, обидели его этим. Следующий глагол прощать, простить. Кого и за что? Человек обидел вас, но вы его простили. Сначала вы обиделись, но потом вы его простили. Или человек сделал что-то нехорошее по отношению к вам, и вы его простили за это. Мои примеры. Ты его простила? Ты его простила? Нужно научиться прощать. Нужно научиться прощать. Я никогда не прощу его. Я никогда не прощу его. Попроси прощения. Попроси прощения. Простите меня. Простите меня. Мы тебя прощаем. Мы тебя прощаем. Мы давно тебя простили. Мы давно тебя простили. Прости, мне нужно идти. Прости, мне нужно идти. Последний глагол отпускать, отпустить. Кого, куда?
Мы отпускаем человека, а значит, мы даем ему уйти. Да? Мы разрешаем ему идти. Можно отпустить собаку погулять, можно отпустить человека. Мои примеры. Она не отпускала его руку. Она не отпускала его руку. Нельзя отпускать туда детей. Нельзя отпускать туда детей. Меня не отпускало чувство страха. Меня не отпускало чувство страха. Вы можете отпустить меня домой? Вы можете отпустить меня домой? Отпусти мою руку, мне больно. Отпусти мою руку, мне больно. Они просто отпустили ситуацию. Они просто отпустили ситуацию. Так, сегодня у меня для вас 3 вопроса. Вопрос номер 1. Вы помните ситуацию, как кто-то вас обидел? Вы помните ситуацию, как кто-то вас обидел? Что тогда случилось? Что тогда случилось? Вопрос номер 2. Вы когда-нибудь просили прощения? Вы когда-нибудь просили прощения? Вопрос номер 3. Вы отпускаете детей или собаку погулять во двор? Вы отпускаете детей или собаку погулять во двор? Отличная работа. Это был урок для уровня Intermediate. Я рассказала вам свою историю. Я уверена, у вас были похожие ситуации в жизни. Вы можете ответить на мои вопросы. Пишите в комментариях свои ответы. Вы можете послушать или посмотреть это видео несколько раз. Я рекомендую вам использовать материалы, PDF и аудиофайлы, чтобы лучше запомнить и понять эти глаголы. Спасибо вам, что были со мной. Слушайте мои подкасты, они есть на разных платформах, ссылка в описании. И 150 бесплатных фраз ждут вас. Этот файл бесплатный, ссылка в описании. Вы пользуетесь доставкой или, может быть, вы пользуетесь такси? В этом видео я рассказывала о глаголе «пользоваться». Увидимся здесь. Пока-пока.